Пока разработчики смакуют свое последнее грандиозное обновление, где они добавили ящик на Dust 2, уйдя при этом в тотальный игнор, сообщество игры не стоит на месте и находит все новые дыры в игре. Я же в свою очередь нашел парочку интересных функций в CS2, которые готовы, но почему-то не включены. Так что сегодня у нас гибридный выпуск со скрытыми файлами и новостями. И пока Valve оставляет нас без контента, Cybershock в очередной раз решил порадовать своих пользователей и открыл новый Pick'em EM Köln 2024, в котором может поучаствовать и сделать свой прогноз бесплатно абсолютно каждый. Делитесь результатами, смотрите, какие прогнозы сделали киберспортсмены, и зарабатывайте памятный предмет в свой профиль. Ну а если приобретаешь премиум подписку, то за верные прогнозы можно получить не только медаль, но и скины. И, конечно же, дополнительные прокруты призов за предсказания на все стадии. К тому же, вам открываются номинации, в которых также можно получить до 4 прокрутов. И самый главный бонус. Те, кто не допустит ни единой ошибки, получат Dragon Lore. За все время таких было всего 3. Но в этот раз им можешь стать и ты. Ну а стоимость подписки всего 275 рублей, что в разы меньше, чем пропуск мейджора в CS2, который стоил около 1000. Так что ноги в руки и быстренько на Cybershock по ссылке в описании. Как вы уже могли заметить, последнее вменяемое обновление, которое хоть что-то приносило в игру, было аж 22 июля. За это время в игре нашли 2 достаточно назойливых бага, которые так или иначе дают преимущество игрокам над другими. Думаю, все уже о них знают. И первый – это возможность убрать лишние звуки на карте, которые могли бы отвлекать вас от шагов противника. Причем, если пошариться в скриптах, то при создании своей карты для мастерской можно выборочно их отключать. Ну а второй – это возможность при помощи консольных команд вытягивать камеру от первого лица сквозь текстурки стены, тем самым получая возможность видеть, кто за ней стоит. И дело в том, что всеобщий резонанс данные баги получили, но разработчики что-то не торопятся их фиксить. Хотя, по секрету, оба бага можно пофиксить за какие-то 15 минут. И я думаю, вас это тоже уже не удивляет. По всей видимости, они до сих пор под впечатлением от того, как классно они поставили ящик на Dust 2. Ладно, если без шуток, то на самом деле разработчики в данный момент тестируют какие-то новые изменения для игры. Это можно заметить по обновлениям в загадочном приложении, которое связано с CS2. Плюс с прошлым обновлением, если вы помните, появилась новая анимация для баннеров MVP, которая на данный момент нигде не задействована. И если вы смотрели мой ролик про абьюз разработчиков, то в целом знаете их мотивацию. Они часто придерживают фиксы багов, чтобы выпустить цельное обновление, за которое можно получить дополнительную денежку. И помимо всех этих страстей с багами, я, экспериментируя с различными версиями кода меню панорамы CS2, заметил интересный прикол. Оказывается, разработчики изначально планировали добавить таблицу лидеров для режима напарников и соревновательного матча, которая должна была открываться в отдельном окне и иметь мини-статистику ваших достижений. Что-то наподобие того, что мы могли видеть в старой версии CSGO до панорамы. Причем данная кнопка и скрипт с функционалом до сих пор находится в коде игры. Правда, функцию после беты урезали и скрыли возможность ее появления в меню. Видимо, им не дает покоя свободно доступная статистика, которую, к слову, можно легко реализовать и без платной подписки. В похожую находку еще и входит меню выбора сложности ботов. Да, данная фишка реализована и работает в CS2. Она полностью в рабочем состоянии находится в коде игры, и при особых манипуляциях с кодом ее можно вывести, но по каким-то странным причинам разработчики решили ее скрыть. Ну и напоследок самое жирное. Помните, в CSGO было GoTV? Такая очень удобная штука, благодаря которой можно было посмотреть матч друга, пока вы ждете его в лобби. Помимо этого, она очень упрощала возможность следить за турнирами напрямую. Да и в целом, благодаря GoTV, интерес к турнирам только возрастал. Ну а в CS2, как вы могли заметить, нас лишили данного прикола. Однако GoTV они все же переименовали в CS TV. И раньше
Раньше я, конечно, уже показывал, что в пункте ваших матчей можно вывести старую добрую вкладку, в которой как раз-таки должны показываться чужие матчи. Но она оставалась нерабочей. Как оказалось впоследствии, это не совсем так. По всей видимости, некоторые китайские соревновательные сервера имеют включенную данную функцию, из-за чего в определенное время каждый день появляются матчи, которые можно попробовать посмотреть. И я, естественно, задаюсь вопросом, если это в целом работает, то почему уже не выпустить обновление, в котором это включат для всех, вернут выбор ботов и наконец-таки добавят голосовой чат в лобби. И на этой странной ноте, пожалуй, все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!